то утро HYBE превратился в сейсмическую зону, когда Тэхён внезапно появился, без официального объявления, без официальных камер, без ведома других, даже без ведома тех, кто знал, что он в Сеуле. Сотрудники были ошеломлены. Некоторые даже подумали, что стали свидетелями начала важного объявления, которое держалось в секрете. Но в следующую секунду интернет взорвался, и имя Чингука внезапно присоединилось к толпе слухов, распространяясь быстрее официальных новостей. Поползли смелые домыслы: это камбэк дуэта? Секретный проект? Или то, чего ARMY никогда не представляли? Каждый шаг Тэхёна анализировался, каждое действие Чингука подвергалось тщательному изучению, создавая напряженную атмосферу, словно развязка высокобюджетной корейской дорамы. И теперь миллионы глаз были прикованы к HYBE, ожидая одного большой правды, которая, казалось, вот-вот наступит. Внутри здания атмосфера была не менее напряженной. Несколько продюсеров с серьезными лицами перешептывались, а проходившие мимо стажеры тут же останавливались и пригибали головы, настолько сильна была таинственная аура Тэхёна. Казалось, он что-то скрывал секрет, который никому не дозволялось знать. Внутренние камеры видеонаблюдения даже безмолвно свидетельствовали, пока все искали причину его появления. И по мере того, как слухи о Чингуке начали распространяться, напряжение в комнате удваивалось. Все задавались одним и тем же вопросом: совпадение ли это, или код? Тем временем в интернете мир превратился в неустанное расследование. Фанаты заметили особенности поведения Чингука за последние несколько дней: удаленные посты, внезапно опустевший график и даже слух о том, что его видели входящим на парковку HYBE накануне вечером. Эта комбинация мелких деталей информации превратилась в масштабную теорию. Некоторые утверждали, что готовят секретный дуэтный проект, другие были убеждены, что HYBE вот-вот объявят о новой эре BTS, а третьи считали это частью давно спланированного «тихого движения». Создатели контента бросились анализировать, и в течение нескольких часов появились тысячи видеороликов, обсуждающих одно и то же: Тэхён плюс Чингук равно что-то не так. Тем временем внутри HYBE атмосфера накалялась. Несколько сотрудников сообщили, что слышали личные разговоры на производственном участке, тихие, но достаточные, чтобы породить домыслы. Тэхёна видели входящим в комнату, редко используемую для неформальных встреч, комнату, обычно предназначенную для проектов высокого уровня. И, как ни странно, имя Чингука несколько раз упоминалось проходящими мимо сотрудниками. Никто не осмеливался спросить напрямую, но их взгляды ясно показывали: к этому моменту нельзя относиться легкомысленно. У здания начали собираться фанаты, случайно оказавшиеся рядом с HYBE, по мере того, как быстро распространялись слухи. Некоторые даже видели, как черная машина, предположительно принадлежащая Чингуку, медленно выезжала из подвала, словно намеренно избегая внимания. Это повергло фанатов в панику и волнение. Многие чувствовали, что эти двое участников замышляют что-то, что потрясет мир К-поп. И каждая секунда, прошедшая без официального подтверждения, лишь подогревала их любопытство. HYBE внезапно стал самым популярным местом в Корее, миллионы глаз ждали одного момента, важного открытия, которое могло бы потрясти историю BTS. В социальных сетях ситуация превратилась в прекрасный хаос. Ленты новостей были заполнены теориями, видеоклипами и скриншотами, составленными как уголовное расследование. Каждое движение Тэхёна преувеличивалось, анализировалось, а затем репостнулось тысячи раз. Даже дыхание Чингука в старых видео подвергалось тщательному анализу, словно это была намеренно оставленная улика. Армии по всему миру внезапно перешли в режим детектива, и хэштеги, связанные с двумя группами, взлетели до мировых трендов менее чем за 5 минут. Мир словно замер, пытаясь понять одно: какая связь между этими двумя событиями. Внутри HYBE несколько менеджеров перебирали файлы и планшеты. Их лица были серьезны, но они не могли скрыть своего спешки. Атмосфера была необычной. Обычно сотрудники работали размеренно, но в тот день ритм был хаотичным, словно готовилось что-то важное. Внезапно от анонимов появились слухи о том, что Тэхён и Чингук собираются провести секретную сессию звукозаписи, и, как ни странно, некоторые сотрудники, казалось, подтверждали эти слухи выражением лица.
В воздухе царило неописуемое напряжение, словно все ждали сигнала от кого-то за закрытыми дверями. С закатом напряжение не спало, а, наоборот, только усилилось. На задворках HYBE заметили вторую черную машину. Фанаты, дежурившие на страже, тут же сфотографировали ее и опубликовали, полагая, что это машина Чингука. Спустя несколько секунд в социальных сетях появилось сообщение: оба сейчас внутри здания. Этого было достаточно, чтобы довести ARMY до истерики. Многие были уверены, что эта ночь принесет большой сюрприз, будь то тизер, студийное фото или, возможно, коллаборация, о которой они и не мечтали. Фандом погрузился в почти неконтролируемое безумие. Но самое загадочное произошло, когда в одной из студий звукозаписи на верхнем этаже внезапно зажегся свет. Студия использовалась редко, обычно для крупных проектов или внутренних сессий с топовыми артистами. Фанаты снаружи тут же начали увеличивать масштаб изображения издалека, пытаясь разглядеть силуэт того, кто проходил за кулисами. Некоторые утверждали, что видели фигуру, похожую на Чингука. Другие были убеждены, что это Тэхён. И когда две тени появились одновременно, комментарии в социальных сетях взорвались, словно раскат грома во тьме. Пока внешний мир был полон домыслов и безумных теорий, атмосфера в студии напоминала разгар триллера. Звук быстрых шагов, осторожно открывающихся и закрывающихся дверей и загадочные разговоры, которые никто не мог подслушать, создавали атмосферу тайны, державшую всех в напряжении. Старший персонал держался на расстоянии, словно знал что-то, но был связан строгими правилами не разглашать ничего. И среди всего этого становилось все яснее одно: прибытие Тэхёна и слухи о Чингуке не были совпадением. Было что-то большее, более скрытное и, возможно, более шокирующее, чем все, что ARMY могли когда-либо предвидеть. За пределами студии телохранители HYBE начали сближаться, выстроившись в шеренгу, которую редко можно увидеть, разве что во время строго секретных мероприятий. Это лишь усиливало подозрительность. Немногочисленных фанатов, пытавшихся приблизиться, мягко, но решительно оттеснили, словно кого-то важного нужно было скрыть от посторонних глаз. Дополнительная охрана лишь сделала все теории еще безумнее, ведь HYBE не зашли бы так далеко, разве что случилось что-то действительно важное. Вскоре после этого был замечен сотрудник, несущий кучу аудиооборудования, обычно используемого только для высококачественной записи вокала. Он шел торопливо, периодически поглядывая в телефон, словно ожидая дальнейших инструкций. Фанаты, наблюдавшие за происходящим издалека, тут же записали видео, и оно стало вирусным за считанные минуты. Ленты начали заполняться спекулятивными комментариями: «Это для Тэкука?» «Они записывают дуэт?» «Или это часть камбэка BTS?» Эти вопросы вызвали новый всплеск негодования в фандоме. Тем временем, шепот внутри здания становилось все сложнее игнорировать. Несколько младших сотрудников, проходивших мимо, не могли скрыть нервозности. Некоторые шептали, что в студию только что вошел известный продюсер HYBE, обычно его приглашают только для международных проектов. Имя Чингука снова прозвучало, на этот раз в связи с ранее отправленными голосовыми записками. А Тэхён, по слухам, принес что-то извне, флешку с неизвестным содержимым. Все это начало складываться в смутную картину, от которой у людей перехватило дыхание. Аналитики фандома начали собирать воедино разрозненные фрагменты информации. Они заметили закономерность: секретная запись, специальная студия, неожиданное появление Тэхёна, незаметное появление машины Чингука, усиленные меры безопасности, и все это произошло в один день. Стала появляться одна из основных теорий: это была особая коллаборация, подготовленная как всемирный сюрприз. Но возникла и другая, еще более дикая. Эти двое готовили давно обсуждаемый в ARMY кругах визуальный проект, который мог изменить ход их карьеры после службы в армии. Наверху снова замерцал свет в студии. На мгновение здание затихло, словно застыло. Затем раздался слабый звук басовой музыки, эхом отдававшийся сквозь стены. Это была нерегулярная практика. Это была необычная запись. Музыка была тяжелой, полной эмоций, словно создававшей атмосферу, от которой у всех, кто ее слышал, пробегали мурашки. С
Старшие сотрудники, проходившие мимо, молча смотрели на дверь студии, словно наблюдая, как в этих стенах творится история. Один из самых вирусных моментов произошел, когда сотрудник вышел из студии с наушниками в руках и легкой улыбкой, которую было трудно расшифровать. Не улыбка облегчения. Не улыбка нервозности. Скорее, улыбка человека, который только что услышал что-то необычное и не мог поверить, что это действительно происходит. Арми тут же начали увеличивать скриншоты лица сотрудника, анализируя каждое мельчайшее выражение. Многие были убеждены, что то, над чем работают Тэсён и Чингук, было чем-то грандиозным. Время шло, но официального объявления не было. На самом деле, молчание HYBE сделало ситуацию еще более драматичной. Обычно, если слух становится слишком большим, HYBE выпускают краткие разъяснения. Но в тот день они ничего не сказали. Ни слова. И это молчание лишь подогрело слухи о том, что происходящее – не просто пустые слухи, а нечто намеренно скрываемое до подходящего момента. Тем временем, услышав новость, которая уже распространилась по основным СМИ, журналисты начали собираться у HYBE. Их камеры были направлены на главный вход, в надежде запечатлеть любой момент, который мог бы послужить доказательством. Некоторые даже утверждали, что слышали доносящийся сверху вокал, удивительно похожий на голос Чингука. Но самым удивительным было то, что они утверждали, будто слышали гармонию двух голосов, что мгновенно заставило временные линии замереть. Внутри здания атмосфера накалилась. Дверь студии оставалась плотно закрытой, но энергия, исходившая из-за нее, была подавляющей, словно рождался шедевр. Несколько менеджеров прошли мимо с напитками и записками, следя за тем, чтобы все шло гладко. Большинству младшего персонала было запрещено приближаться. Комната превратилась в закрытую зону, доступную только для тех, кто непосредственно участвовал в проекте. И это довело любопытство до невыносимого предела. По мере того, как вечер длился, слухи достигли беспрецедентного уровня. Многие были убеждены, что то, что задумали Тэсён и Чингук в этот вечер, потрясет мир кей-попа. Некоторые предполагали, что они готовят свой первый дуэт с момента дебюта, другие, что это часть камбэка нового поколения BTS, а третьи, что это тайно срежиссированный визуальный проект или короткометражный фильм. Все теории слились в один мощный шторм, превративший HYBE в центр внимания на одну ночь.